Мы нашли 10 регионов России, где почти никто не покупает новые машины и берут подержанные. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Очень занятная статистика подоспела к нам от маркетингового агентства. Специалисты проанализировали, в каких количествах покупают новые и подержанные автомобили в разных субъектах нашей страны в процентном соотношении. И оказалось, что есть регионы, где соотношение совсем не 50 на 50 и даже не 80% на 20%. Нашлось 10 регионов, где лишь 3% местных автолюбителей в прошлом месяце купили себе новый автомобиль, а все остальные приобрели машины с пробегом. При этом очевидно, что хотя бы официальные дилеры Лада в крупных городах этих регионов точно есть. Да и дилеры Хавейл, Черри и Чанган тоже наверняка присутствуют. И тем не менее, более 90% продаж в этих областях, а может в республиках или краях, приходится на вторичный рынок. Именно там идет вся основная активность. Можно даже сказать, что рынку новых автомобилей достаются лишь крохи со стола. Но давайте сначала посмотрим на те регионы, где напротив преобладают продажи новых автомобилей. Где в России россияне больше покупают новые машины, а не подержанные? Наверное, максимально несложно догадаться, что лидером здесь стала Москва. За прошлый месяц 32% продаж автомобилей в столице пришлось именно на новые автомобили. Как видите, вторичный рынок даже в Белокаменной заметно мощнее рынка новых машин. И тем не менее, треть москвичей, кто желал обновить личный транспорт, сумели себе позволить новую машину. На втором месте у нас Санкт-Петербург с результатом в 29%. Снова довольно предсказуемо. На третьей строчке расположилась Самарская область, 28%. Не ожидали? А почему? Тоже ведь максимально логично. Это же родная вотчина АвтоВАЗа. И судя по всему, местные жители довольно часто меняют свои старые Лады на новенькие от завода. Теперь же давайте посмотрим на те регионы, где новые автомобили почти не покупают от слова совсем. И на их долю приходится всего лишь 3% рынка. Камчатский край. Крупнейший город Петропавловск-Камчатский с населением в 162 тысячи человек. Территориально край просто огромен, даже по российским меркам. Но население очень маленькое, всего лишь 288 тысяч человек. А еще безусловно красивый. Ситуация с новыми и подержанными автомобилями здесь продиктована близостью к Японии. Если учесть, как Дальний Восток потребляет подержанные японские машины, то понятное дело, что у новых китайцев или АвтоВАЗа шансов очень мало. Республика Саха. Крупнейший город Якутск с населением в 384 тысячи человек, а население всей республики чуть больше миллиона. При том, что по площади Якутия занимает первое место в России. Территория у него гигантская. Здесь у нас снова играет фактор относительной близости к Японии. Подержанные автомобили из страны восходящего солнца без проблемы добираются до городов Якутии и оседают там. Кроме того, и это можно сказать про все дальневосточные регионы, развивать инфраструктуру тому же АвтоВАЗу из европейской части в Якутии или на Камчатке довольно тяжело. Поэтому, наверное, не особо и пытаются навязать конкуренцию. Еврейская автономная область. Крупнейший город Биробиджан с населением в 67 тысяч человек, а все население области составляет 144 тысячи. Довольно мало населения, чтобы развивать здесь дилерскую сеть со всеми вытекающими последствиями. Да и снова не будем забывать про близость Японии, которая способна легко закрыть потребности местных жителей в автомобилях. Хабаровский край. Крупнейший город Хабаровск с населением в 615 тысяч человек. Население края составляет 1 миллион 200 тысяч человек. Снова все та же история, с той лишь разницей, что Хабаровск город большой, и в нем точно есть официальные дилеры большинства марок, которые сейчас представлены в России. Но да, поставки подержанных машин из Японии с правым рулем правят тут балом еще с 1990-х годов прошлого века, и население настолько к ним адаптировалось, что навряд ли видит себя без этих машин. Амурская область. Крупнейший город Благовещенск с населением в 239 тысяч. Население всей области
области 753 тысячи. Здесь у нас не только японская граница, всего лишь через один регион. Здесь у нас граница с Китаем под боком. А ведь из Китая поставляются не только новые автомобили, но и поддержанные. Тех же японских марок, например, только уже с левым рулем. В остальных 5 регионах ситуация похожая, по той причине, что все эти регионы на Дальнем Востоке или находятся на границе с Китаем или Монголией, как Бурятия, например. Помимо нее в список также вошли Сахалинская область, Приморский край и Забайкальский край, а также Республика Тыва. Какие выводы можно сделать? Все субъекты, где новые машины почти не покупают, объединяет их география. Они находятся близко друг к другу, и все находится под влиянием поставок поддержанных машин из Японии и Китая. И крайне маловероятно, что в ближайшие годы эта ситуация изменится, только если утиль поднимут для любого объема мотора. Но это будет уже не скоро. Что скажете, товарищи? Давайте обсудим в комментариях. Инсайдерская информация о том, что марка Волга будет возрождена с новым китайским партнером в лице компании Geely, подтверждается. В нашем распоряжении оказалось видео, на котором запечатлен кроссовер Geely Atlas с эмблемой Волга. Мы обратились за подтверждением в российский офис Geely, однако там воздержались от комментариев. О том, что под маркой Волга в России будут продавать не модели Чанган, как планировалось изначально, а автомобили Geely, впервые стало известно в начале осени. Тогда сообщалось о 2 моделях Geely, которые могут быть переименованы в Волгу. Это M-Grand и Manjaro. Однако на видео запечатлен кроссовер Atlas, причем версия для китайского рынка, которая в России официально не продается. Это обновленная Boya L, отличающаяся компактной решеткой радиатора и формой оптики. В его основе лежит платформа SMA, а габариты кроссовера составляют длина 4730 мм, ширина 1910 и высота 1710 мм. При колесной базе равной 2785 мм. В Китае эта модель предложена с 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 лошадиная сила, либо с двигателем объемом 2 литра на 218 сил. Коробка передач 7-ступенчатый робот, а привод исключительно передний. У Boya L оригинальный интерьер с 2 раздельными экранами и новым рулевым колесом. В Китае модели положены 16 динамиков аудиосистемы и особо комфортные передние кресла. Цены стартуют с отметки в 100 тысяч юаней, примерно 1 миллион рублей. Вариант с 2-литровым мотором в максимальной комплектации стоит 1 миллион 400 тысяч рублей. Geely Boya L, который может перевоплотиться в Волгу, летом продавали за 2,5 миллиона рублей. Эти автомобили были ввезены в страну параллельными путями. Что же касается Geely Atlas, который продается в России официально, то он по состоянию на сегодня стоит 3 миллиона 717 тысяч рублей, без учета скидок, и доступен с 200-сильным турбомотором объемом 2 литра. Коробок передач 2 на выбор: 7-ступенчатая роботизированная и 8-диапазонная автоматическая. Привод может быть передним либо полным. Напишите в комментариях, как вам такая Волга. Ну и обещанная мною шутка: физкультурник никак не может обыграть в шахматы трудовика, потому что тот выточил себе дополнительного ферзя. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.